And now, Charlie, will you tell us where you came from and how you got here and what your purpose was in coming? Well, I came from Louisville, Kentucky, came on a freight train and for adventure. For adventure? Most everybody that I know of that comes here is looking for a job. Well, I'm different. Уже, наверное, полчаса сижу здесь в кустах, и поезд на переезде никуда не делся, все так же там стоит. А это значит, что либо у него нету бригады, которая его повезет, и он может так всю ночь стоять, либо я не знаю, что это еще значит. Есть два варианта: пойти туда, в сторону станции, супер оживленной станции, где охраны много, и там ловить и ждать поезда, или, по крайней мере, посмотреть, что там происходит. Или есть еще вариант, как бы придаточная станция, вот, и там тоже могут стоять составы, и они отправятся раньше, чем этот, но только если они там есть. Только что дошел до последнего вагона, проверил этот состав, и оказывается, у него разделена магистраль. Это значит, что он не поедет в ближайшее время. Просто по моим представлениям, в районе Нью-Йорка поезда должны каждые 15 минут ездить, потому что очень много груза привозится в Нью-Йорк, очень много груза вывозится отсюда, и железная дорога просто должна работать постоянно. Поэтому я чуть-чуть сейчас удивлен, что поезда не ходят каждые 15 минут. Я, конечно, на небольшом ответвлении, это только на север ветка. Подойду к станции поближе, не буду на нее входить, просто где-нибудь засяду рядом и буду ждать поезда на север. Такой план. Здесь мост через реку, и дальше поезд берет резкий поворот, и при этом здесь дальше переезд вот здесь. Поезд там снизит скорость, поэтому буду ждать где-то здесь. Единственное, что мне кажется, там не особо удобно, нет места, чтобы спрятаться. Уже пропустил 3 поезда, потому что не знаю места хорошее, где ловить, только предположение делаю. Вот, даже здесь, где переезда нет, слишком быстро, но в принципе можно здесь поймать. Последний раз я бы смог зацепиться, но не зацепился, только потому что встречка приехала, и я вообще не знал, куда деться. Кажется, что-то едет в мою сторону. Радоваться еще рано, потому что мы едем на очень маленькой скорости. Впереди еще один будет ярд. Мы, может, там остановимся. И пока мы не покинули зону города, нужно тут тихо сидеть. Первая ночь поездки
И уже такая сложненькая. Поезд опять остановился и стоит. И едет очень медленно по городским районам. Скорее всего, это значит, что этот маршрут либо очень загружен, либо еще что-то. И он ждет, когда впереди него проедет поезда. Пока я бегал за поездами, у меня потерялась пенка, и мне нечего постелить, и я не могу прилечь отдохнуть, поспать. Только могу стоять здесь или сидеть на рюкзаке. А это очень печально, потому что я устал, очень сильно устал, и хочу вздремнуть хотя бы, несмотря на то, что мы едем в сторону Канады и нужно быть начеку. Я проснулся только что, уже полдень. Вчера лег в 5 утра спать. Ох, из еды у меня с собой только один сникерс и бутылка воды 0,5 или 0,3, даже не полная. А эта станция находится просто в жопе мира. А вообще, я так ужасно рад проснуться в лесу. Я так обожаю спать на природе, несмотря на то, что я вчера очень сильно устал. Мне так здесь хорошо, так спокойно. Машины путейцев туда-сюда, стоят вагоны, проезжают просто проходные поезда. В общем, очень движушная станция. Просто звездец, ребята. Сникерса нету. Видимо, у меня сегодня на завтрак, обед и ужин вода. Вчера тоже на ужин была вода. Блин, но я так надеялся на этот сникерс. Такой скорости запрыгнуть, но здесь нет вагонов подходящих. Открыл меня. Обзор открыл. Отличительная особенность США в том, что у них поезда длинные, поэтому персонал железной дороги использует автомобили, чтобы передвигаться. С одной стороны, это хорошо, потому что их можно услышать заранее. Автомобили шумные. С другой стороны, автомобили быстрые. И можно их не слышать и спалиться. Фу, решил пойти за этим поездом. Это не просто поезд. Это поезд с мусором. Он жестко воняет. И здесь летают мухи. Но другого выхода нет, потому что если буду идти там, внезапно может машина рабочих проехать. А тут я, по крайней мере, в безопасности. Нашел табличку с поезда. Огнеопасно, очевидно. И номер вагона, что ли. Сейчас прямо через все кусты ломлюсь в парк отправления. Нельзя по станции пройти. Здесь прямо сейчас прохожу, справа меня. Здесь сортировочная горка. Такие вышки, большие здания, высокое, которое нужно, чтобы контролировать. Вот. Поэтому приходится идти прямо по какому-то... Сука. Приходится идти рядом по оврагу. Тут не очень удобно. Все как-то странно перерыто. Ладно. Это здание для контроля. А вот поезд. И он не просто так едет, он едет вот сюда, наверх туда.
на сортировочную горку. Уже вечереет, и сегодня не было еще ни одного подходящего мне поезда. Так что я решил пойти попробовать до города, поселка, не знаю, что здесь, и добыть себе еды и воды. Вел до магазина. Сильно хочу пить, что возьму целый галлон. Я поел только что, это было пипец. Как классно. И знаете, в чем прикол? Я здесь встретил бродягу, который путешествует на товарниках. Он пошел себе покупать кофе, и мы сейчас с ним пойдем и будем потом ловить трейн. What is your name? Nico. Nico. How do you pronounce your name again? Ilya. Ilya. Yes. Cool, okay. Alright, let's get that card for me. It's over here. Oh, cool. Bye. Really, this gin is so good. Do you have rules how to drink it? Yeah. You just take a sip of this first, and then you take a sip of the gin, and then you take a sip of the Sprite again. That's the rule. So I'm spoiling you tonight. Oh, How is that? What do you think? actually cool. That's You cool. like that? Oh, Yeah. good. It's New Amsterdam, so it's pretty good. It's not like Seagrams or nothing. I wouldn't be giving you that shit. It's kind of like TV in a way. Yeah. You know? It'll just, yeah. Yeah, that's true. Oh, here comes the train right now. You hear that? Yeah. I'm thinking, cause I've hopped out of here like 4 times in the last 2 months. I've been all up on the CSX line. That could be, if it's road powered. And everyone in this town sleeps till the calendar collides with June. Before the booze wears off, let's take another shot or two. And I'll drink myself to death, or at least I'll drink myself to sleep. Chain smoke my way through the gap in between my aspirations and my apathy. As we drive past the last exit to home, I am waving goodbye, and I might be sleeping in the ditch tonight, but it's alright, 'cause whiskey is my kind of lullaby. Yeah, buddy. Yeah, buddy. We made it. Я дошел дальше, запрыгнул. Был только один вагон, чтобы запрыгнуть, и все. Мы сделали это с первого раза. Yeah, that was fucking cool. Yeah, dude. It's a good night. Yeah.
We're good. I've been in here before. We're gonna be fine. It's surprisingly chill for an intermodal yard. A little while ago, I stole this Rick and Morty pipe from some yuppie's porch. You know Rick and Morty? I don't know, it's stupid as fuck. But here's the money shot. So we're on the very eastern throat of the yard. We're not even in the yard yet. This yard is like 5 miles wide. It's 5 miles long. We got like fucking like 50 cars of waste management garbage from New York City on the front of our train. I don't know what this train's gonna do. I've hopped into this yard like 8 times in the last 2 months, and I've never hopped a trash train like this though. So that's the thing. I don't want to. Dude, stop! I don't want to walk it. I don't want to walk 5 miles. Oh yeah. Let's go to camp. Let's have a good night's sleep. Yeah, let's go. And then in the morning we'll just catch, and we can catch all the way to Chicago maybe. People who live by the train yard usually, like, they see fuckers like us all the time. You know? Устроились на ночевку здесь в небольшом лесу возле железной дороги. Совершенно укромное место. Здесь рядом мост, где останавливаются все бродяги. Но мы там решили не останавливаться, поэтому зашли сюда. Завтра утром проснемся, посмотрим, что там, может, кто есть. Проснулся только что буквально. И Ника ушел, оставил мне такую записку. Вот, написал. Ушел за едой. Если воспользоваться телефоном, напишу тебе, когда смогу. Доброе утро. Миленько. Я собрался, сейчас пойду в Walmart подзарядить все гаджеты, плюс купить себе новую пенку туристическую Каремат, которую свою я потерял, потому что я уже несколько дней использую этот картон. Взял себе коврик, 2 дополнительных карабина, зубную пасту и нож. Нож у меня не было ножа до этого. Он мне нужен, чтобы открывать консервы. А 2 карабина. Иногда очень удобно на них цеплять что-нибудь к рюкзаку или рюкзак куда-нибудь цеплять. На улице идет дождь. У меня нет дождевика и тента, но я это предвидел. Главное, чтобы поезд ехал быстро. Тогда ты сидишь за контейнером, и на тебя ничего не попадает. The trains, for better or for worse, keep me living outside. So I'm really frustrated with society. I really don't like the government. I don't want to pay taxes. I don't want to live inside. I really hate cars. I think cars destroyed this country because, like, you know, oh man, fossil fuels, oil, they keep us in war, you know? Yeah, because
we structured the Americans, the United States, it's structured with a lot of concrete, a lot of suburbs. It's very common to have to drive 4 miles, 5 miles to the grocery store, and you have to go to the grocery store, right? So you have to drive 5 miles. You can't walk that. You can walk it, but it's not feasible. It's not realistic. And for some reason, we want the United States structured our whole living situation around that, and that relies on like cheap gas. And to keep those oil prices cheap, you have to maintain control over the global oil market, because oil is like a global, market. So because of that, you have to do all this shady shit that this country does and hurt all of the innocent families that we hurt. And I don't want to participate in that. I'm like, nah. I don't want to drive. I like walking. And like, I know a lot of these towns really well. I know how to be comfortable in these towns. Like here, when we got to this town, I knew exactly where the outlet was gonna be, the Wi-Fi, the dumpster where I got all this food earlier. I knew it was gonna be full of food. I knew where to camp. Took us right to that camp spot over there. Everything. And plus I kind of have like a girlfriend in this town. So it's like, and it's like that type of situation in all the towns now. I've been to all these towns already, so I'm very comfortable. It's not hard for me to do this anymore. The first year when I was figuring it out, it was hard. But I kept wanting to do it because, trains are really fun to ride. It's fun seeing the country. It's exciting, it is. But now I like to think of it like I'm retired. Like I just I go to like Cleveland or something, Buffalo, and I play the violin for like an hour, and I make good money, and then I just like live off that for like a week. I'm not paying rent. On the train. Should I get on? Fuck. Let's go. See a worker. Fuck. We passed. Fuck. It's fucking suicide, yeah? Yes, it's suicide. На поезде, на котором мы едем, здесь только площадки, которые местные называют suicide, что значит, типа, ехать здесь равносильно самоубийству, потому что очень опасно из-за того, что у вагонов нет пола. What we're doing right now is some Oogle shit. But we gotta get out of this town, so we're gonna do it, I guess. Oh, there's the lake! Oh, I hate this fucking country. It smells bad, the lake smells bad. That's the most polluted lake in the fucking country, dude.
Я свои вещи сложил в такое небольшое отверстие. Здесь есть. Сюда поставил воду, рюкзак. Сам лег возле контейнера прямо, вот он. Спальник. Самое холодное время будет под утро, и главная проблема, которая есть, это то, что ближе к утру в том регионе, куда мы едем, будет дождь. Я надеюсь, мы проскочим его на поезде. Поезд будет останавливаться несколько раз для смены бригад. Вот, но бригада здесь меняется всего лишь за 5-10 минут. Например, в России бригада меняется 2-4 часа. Вот такая разница. Поэтому я надеюсь, все должно получиться, мы не должны намокнуть под дождем. И на этом поезде мы едем аж до самого Чикаго, а Чикаго отсюда очень далеко. Есть только хлеб и нутелла. Как в старые добрые времена. Мы вместе, на поезде. Что может быть лучше? Обожаю это. Едем со скоростью 96 км в час. Такими темпами через час-полтора будем уже в Чикаго. Я точно не знаю станцию, где он остановится, но мы уже снизили скорость и проезжаем станции такие небольшие, разные. Здесь, в отличие от предыдущего места, очень жарко. It's kind of high, watch out. Do you know this yard? No, this is like outside of Chicago a little bit, you know what I mean? Cause this is going to like fenced off area, you know what I mean? So it's good that we got off here. Let's find a commuter rail or like a bus or something. В сумме мы провели на этом поезде, наверное, часов 15 всю ночь и полдня. Я не знаю, какое здесь местное время в Чикаго. Вот. Сейчас найдем какой-нибудь транспорт до города, потому что остановились мы далеко за городом. У меня даже нет карты, заранее не загружена. Вот, я не думал, что мы так быстро доедем до Чикаго. Думал, еще придется торчать на других станциях, где бригады меняются. Но мы были удачливы. But it's pretty hot. Yeah. Hey. Alright, let's get out of here before they think we're gonna blow them up. Теперь нужно еще добраться каким-то образом до города. Здесь нет ничего, только хайвей, и машины летят на огромной скорости. Стремно даже немного идти, опасно здесь. That was fun. Yeah, that was fun. Thank you for like show me how you do this. Yeah, heck yeah, man. It's fun to do this with somebody else like you. You're a fun guy, man. Yeah, maybe we will meet again. Yeah, it'd be cool to see you again. On the Yeah. sunset for sure, at the very least.
down in Texas or something. Yeah, okay. Hey, Okay, yeah, see you good later. luck. Thank you, my friend. Попрощались с Ника. Надеюсь, еще увидимся. Я в Чикаго. Это один из самых больших городов в Соединенных Штатах Америки. Вроде бы третий по величине, я точно не знаю. Но я здесь иду по улице, и уже чувствуется, что здесь есть какой-то свой собственный характер у этого города. Вот. То есть свое собственное настроение, такого нету нигде в других местах. Чем-то он напоминает Балтимор, но не такой и жесткий. То есть в Балтиморе там везде мусор, бездомных очень много. Вот. А здесь такое хорошее, приятное осеннее настроение. В общем, пока мне нравится этот городишко. В Чикаго я планирую провести пару дней, потому что наступает осень, а с ней приходит холод. Я нахожусь на севере страны и собираюсь ехать еще севернее, а там все холодней и холодней становится с каждым днем. С моим способом передвижения очень важный фактор погода.